Так уж получилось в ее жизни, что родила она своего первенца, будучи незамужней. Не было в жизни Веры ни большой любви, ни свадьбы с белой фатой. А когда ее с сыном выписывали из роддома, его папаша благополучно испарился из их жизни. Он сбежал, не увидев даже собственного сына. Первое время Вере было невыносимо трудно и физически, и морально. Жить приходилось по-всякому, и в комнате общежития, и в коммуналке, и у родственников в маленьком углу за занавеской. С деньгами тоже было очень туго, перебивалось случайными заработками, считая каждую копейку. Но в один прекрасный момент, когда Мишка немного подрос, Вера нашла неплохую работу, и жить стало немного легче. А когда мальчишке исполнилось 3 года, за ней начал ухаживать Виталий. Вера долго думать не стала и дала согласие. Она вышла замуж, как ей казалось, очень удачно. У мужа был свой большой и просторный дом в деревне, доставшийся ему от родителей, где жил он совсем один. Поэтому Вера вошла в этот дом полноправной хозяйкой. К Мише отчим относился очень хорошо и ничуть не смущался, что мальчик теперь живет в его доме. Все изменилось, когда Вера родила еще одного сына, их общего с Виталием. В мальчике отец души не чаял, это был его первый и довольно поздний ребенок. Вот тогда Виталия как будто подменили, всю свою любовь и заботу он отдавал родному сыну, маленькому Тёме, а к Мишке стал относиться не просто холодно, а с презрением. За любую шалость или провинность ругал его, а иногда даже наказывал. Стал распускать руки, а Вере запрещал вмешиваться в процесс воспитания. Мишке в последнее время часто доставалось даже ремнем, а Вера смотрела на это все и знала, что возразить нельзя. Пару раз она пыталась защитить сына, закрыв его собой, но получала мощный отпор. Виталий пригрозил ей расправой, и она понимала, что муж сдержит слово. В последнее время он показал ей свое истинное лицо — жестокого и злого человека. С огромным трудом Вера решилась подать на развод. Когда она объявила об этом мужу, он избил ее и пригрозил, что выгонит из дома вместе с ее маленьким выродком, а Тему оставит себе. Да и вообще, если она попытается уйти, то Тему ей больше никогда не увидеть. Вере пришлось смириться. Она обдумывала и крутила в голове разные варианты, как противостоять мужу, но пока ничего не могла придумать. Тем временем Виталию казалось, что главная помеха его семейного счастья — это маленький 5-летний мальчик. Если бы не он, как бы счастливо они жили втроем в большом доме. Миша раздражал его все больше и больше, и он решил любыми путями избавиться от мальчишки. Если бы Вера только знала, что задумал ее муж. Убить мальчика он не мог, поэтому решил отвезти Мишу в лес и там оставить. Обратную дорогу мальчик найти не сможет. Завести подальше за старое болото, чтобы точно дороги не нашел. А там уж голод и лесные звери сделают свое дело. Надо только дождаться удобного случая. И такой случай представился. Вера повезла Тему на осмотр к врачу. Ее не будет до самого вечера. Виталий это знал, потому что автобус в их деревню ходил только 2 раза в день, утром и вечером. У него на осуществление плана был почти целый день. Зная любовь пасынка к природе и всему живому, он предложил мальчику совершить поход в лес, покормить белок. Глаза Мишки загорелись, конечно же, он был согласен. Оделись, взяли с собой немного провизии, и Виталий повел пацана в лес, через огород, чтобы никто из местных не заметил. Их дом стоял на самом краю села, и до леса было рукой подать. Местные по тем болотистым местам ходили редко, на это и был расчет Виталия. Они шли вдоль болота по краю леса уже достаточно долго и вышли на заросшее мхом место. Попробовав мох на прочность, Виталий понял, что именно в этом месте можно идти через болото. Пройдя довольно большое расстояние, они оказались на плотной земле. Впереди был густой лес, в который они и направились. «Привал», — объявил мужчина, и мальчишка устало опустился на землю. Мишка никак не мог понять, куда же подевались все белки и почему они так долго идут по болоту. После того, как Мишка поел и выпил горячего чая из термоса, его сморило, и он уснул прямо на мягкой траве.
Посмотрев последний раз на спящего ребенка, отчим отправился в обратный путь. Дома он встретил жену и сообщил, что произошло ужасное. Пока он был занят делами, мальчишка исчез, и он не может его нигде найти. Были подняты все деревенские, искали везде, но никто не мог даже подумать, что 5-летний мальчик ушел в лес. Виталий при этом принимал самое активное участие в поисках пасынка. Маленький мальчик проснулся один в густом лесу. Сначала он ничего не понял, ему казалось, что отчим где-то рядом. Он стал его звать, но тот не отзывался. Потом он долго кричал и плакал, но лес по-прежнему хранил тишину. Мишке стало очень страшно, и он еще глубже забился под дерево, под которым спал до этого. Надвигалась ночь, свернувшись калачиком, мальчик все-таки уснул. Сквозь сон ему показалось, что мама укрыла его теплым шерстяным одеялом и поцеловала нежно в щечку. Утром, когда Мишка открыл глаза, рядом с собой он увидел большую серую собаку. Вот кто всю ночь его согревал. 5-летний малыш не понимал, что это не собака, а серый лесной хищник. Это была старая волчица. Она уже давно жила одна, отдельно от стаи, и потомства не приносила. Но она хорошо помнила, как пахнут молоком маленькие дети, так же, как этот человеческий детеныш. Мальчик обхватил шею волчицы и сказал: «Собачка, отведи меня домой, ты же точно знаешь дорогу к моей маме». Он осторожно прижался к ней всем телом, и она потихоньку повела его в сторону деревни. Вера второй день сидела у окна и, не отрываясь, смотрела в одну точку. Она почернела от горя и неизвестности. Мишу так до сих пор и не нашли. Теперь этим занимались правоохранительные органы. Вдруг она увидела, как за огородом на опушке леса показалась огромная серая собака, а рядом с ней мальчик. Вера выскочила во двор и побежала навстречу волчице. Ничего не понимающий Виталий бросился следом за женой. Волчица остановилась в нескольких метрах от Веры. «Мама!» — радостно закричал Миша и кинулся в объятия женщины. А в это самое время волчица и Виталий смотрели в глаза друг другу. Он все понял, и она тоже. В этот самый момент волчица вцепилась в руку мужчины. Он взвыл от страшной боли. Она не хотела его убивать. Если бы хотела, то ее челюсти сомкнулись бы на его горле. Сбежались люди. При всех Виталий признался в своем злодеянии, а потом на суде получил огромный срок. После этого случая старую волчицу стали часто видеть недалеко от деревни. Она приходила к Вере и ее сыновьям. Они подкармливали ее, спасали от голода, особенно зимой, в благодарность за спасение мальчика. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.